Всем привет! Сегодня готовим творожные дрожжевые куличики на желтках. Эти куличики получаются очень вкусными, сладкими, они немного влажные и волокнистые. Тесто по приготовлению очень простое, так что справится любой. Для начала приготовим опару. Для этого нам понадобится 125 мл теплого молока. Сюда же я добавляю столовую ложку с горкой сахара, а также у меня идет 2 пакетика дрожжей, каждый пакетик по 5 грамм, то есть 10 грамм всего уходит дрожжей на эту опару. Все хорошенечко перемешиваем. Также сюда я добавлю 50 грамм муки и снова все хорошенечко перемешаем. Если остаются небольшие комочки, ничего в этом страшного нет, пока опара стоит и поднимается, все комочки разойдутся в жидкости. Накрываем опару и оставляем ее постоять минут на 30-40 до тех пор, пока она не поднимется как минимум в 2 раза. Вот так она у меня выглядит через 40 минут. Посмотрите, какая она активная, воздушная, очень такая пушистая. Отставим ее пока в сторону и займемся тестом. Для теста нам понадобится 4 желтка. Все ингредиенты для теста и для опары должны быть всегда комнатной температуры. Сюда же добавляем пол чайной ложки соли, 120 грамм сахара и ванилин. Ванилин у меня в порошке, можно добавить ванильный экстракт. Все это хорошенечко взбиваем миксером или венчиком до легкого побеления желтков. У меня весь процесс взбивания занял примерно 1 минуту, желтки побелели и увеличились в объеме почти в 2 раза. Сюда же я в тесто добавляю творожок. Творог 130 грамм, у меня он крупнозернистый и такой немного влажный. Если есть желание, творог можно пробить блендером так, чтобы крупинок вообще не осталось. Также сюда в тесто я добавляю 20 мл растительного масла и все хорошенечко снова перемешиваем. Сильно здесь взбивать уже не нужно, просто перемешаем как есть. Посмотрите на эту опару. Опара снова поднялась, пока мы занимались тестом. Она очень активная и очень пушистая. Добавляем ее в тесто. И все хорошенечко снова перемешиваем. Вот такое тесто на данном этапе получается. Также по желанию здесь можно добавить, если хотите, цедру лимона или апельсина. Добавляем сухие ингредиенты. Сюда у меня уходит 400 грамм муки. Муку я не просеиваю. И просто буду перемешивать вилкой. Здесь нам уже не нужны миксеры. Берем просто вилочку и вымешиваем тесто. Тесто получается мягкое, вымешивается оно легко и просто. Немножко нужно время. Вымешивала я его минуты 3, просто до тех пор, пока не собралась вся мука и тесто не стало более-менее однородным и равномерным. Вот такое тесто должно получаться, но оно еще не готово. Мы также должны добавить в тесто 60 грамм сливочного масла. Сливочное масло должно быть мягкое, комнатной температуры. Сливочное масло я буду добавлять кусочками, частями и вымешивать, начиная в тарелке, но в принципе проще всего, мне кажется, это сделать на столе. На столе это делать легко, 2 руками, тесто хорошо вымешивается. Я больше не присыпаю поверхности мукой, не подмешиваю муку, иначе тесто забьется мукой и куличики получатся жесткими. Посмотрите, тесто немножечко размазывается, я специально здесь не удаляю кадры, чтобы вы видели. Масло немного вылезает со всех сторон и тесто становится липковатым. Продолжаем вымешивать тесто, постепенно добавляя масло. Масло всего я делю где-то на 3-4 кусочка и вымешиваю минуты по 3 после каждого добавления. Всего у меня заняло где-то минут 10-15 на то, чтобы вымесить тесто. По мере того, как тесто вымешивается, тесто становится более эластичное, более гладкое, и все кусочки, которые сейчас вот прилипли на стол, они потихонечку подбираются к тесту заново. Если есть необходимость, можно помочь себе скребком, как у меня сейчас лежит на столе, это кондитерский шпатель, и вот так вот, подхватив тесто, снова подсоединить его к основному тесту. Как только тесто стало мягким, гладким, однородным и перестало прилипать к столу и к рукам, тесто готово. Посмотрите, какое оно совершенно не липнет, его можно уже округлить и руки чистые. Теперь я немного расплющу тесто и добавлю сюда изюм. Изюм я предварительно помыла, просушила и присыпала его мукой. Я также в тесто буду добавлять цукаты, но сделаю это немножко попозже, тогда, когда изюм слегка распределится уже. Я добавляю цукатов и изюма очень много, мне так больше нравится. Количество, конечно, опционально, здесь у меня ушло где-то 150-200 грамм. Изюм у меня был немного влажный, поэтому после добавления его в тесто снова начало прилипать, но ничего страшного, оно хорошо собирается. Смотрите, также шпателем округляем тесто и ставим его обратно в чашку на расстойку.
Тесто с большим количеством масла и яиц поднимается достаточно медленно, поэтому его лучше поставить в теплое место. Я обычно ставлю в духовой шкаф с включенной лампочкой. Поднималось у меня тесто примерно часа полтора-два. Посмотрите, как хорошо оно поднялось, оно очень мягкое и пушистое. Пахнет очень хорошо. Выкладываем тесто на стол. На столе я больше не использую муку, тесто не прилипает. Делить тесто в этот раз я буду на глаз, чтобы куличики все равно получились примерно одного размера. Проще всего это сделать так. Подогнуть края теста к середине, сформировать как бы шар, этот шар перевернуть и затем поделить шар на 4 части. Каждую часть нужно снова округлить. Для этого подгибаем края теста к серединке и вот таким вот образом переворачиваем и округляем наши кусочки. Каждую формочку я смазываю растительным маслом. Формочки у меня диаметром 11 сантиметров, и я буду использовать 4. Все 4 кулича я буду выпекать одновременно, поэтому я поставила все формочки на один противень и подготавливаю их снова к повторной расстойке. Количество теста в каждой формочке должно занимать примерно 1/3. Снова накрываем куличики пленкой или полотенцем, чтобы они не заветрились, и отправляем их на повторную расстойку до тех пор, пока они не увеличатся в объеме как минимум в 2-3 раза. Посмотрите, формочки наполнились, вот так они должны выглядеть. Я их немножко отодвину друг от друга для лучшей циркуляции воздуха и отправляю выпекаться на температуру 180 градусов по Цельсию. Выпекались они мне 20 минут, но может занять где-то 20-30 минут. Сами смотрите по своей духовке. Посмотрите, какие куличики получились мягкие. Палец просто утопает. Посмотрите, какие они нежные-нежные. Все куличики у меня получились примерно одного размера. Они ровно поднялись, у них хорошая красивая шапочка и хорошо пропеченные бока. И сейчас посмотрим еще донышко. Посмотрите, как снова утопает палец. Кулич просто невероятно мягкий. И вот такое донышко. Донышко идеально пропеченное. Ну и, конечно, куличики можно украсить вашей любимой глазурью или просто присыпать сахарной пудрой. Посмотрите, как мягко входит нож в кулич. Куличик очень мягкий и очень нежный. Посмотрим, что у нас внутри. По текстуре эти куличики получаются мягкие, немного влажные и волокнистые. Очень приятная текстура, нежные, очень мягкие. Все ингредиенты для этого рецепта я поставила в начале видео, а также вы всегда их можете найти внизу, в описании под видео. Я также проговариваю их в каждом видео. Поэтому, если есть какие-то вопросы, задавайте мне их в комментариях. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.